Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. По вашим многочисленным просьбам я сегодня делюсь с вами самым моим ходовым рецептом пирога с творожной начинкой и на основе песочного теста. Он получается в меру сладкий, очень вкусный, идеальный рецепт этого теста, который подойдет абсолютно к любой начинке и ягодам. Обязательно сохраняйте рецепт и давайте начнем приготовление. Для начала подготовим начинку. Для этого творог у меня сухой 9%, выкладываем в глубокую миску. Добавляем сахарный песок, щепотку соли по вкусу. По желанию также можете добавить ванилин либо ванильный сахар. Добавляем яйца и сметану. Яйца можете добавить и 2 штуки, если у вас большие. У меня довольно-таки маленькие, поэтому добавляем 3 яйца и сметану. У меня 25% жирности. Обязательно полную граммовку вы найдете, как всегда, под видео в описании. Смешиваем и блендерим все погруженным блендером до однородности. И по итогу вот такая жидкая масса у нас должна получиться. Начинку пока оставляем в сторонке, тем временем подготовим тесто. Для этого пшеничную муку пропускаем через сито, чтобы насытить кислородом и освободить от излишеств. Добавляем разрыхлитель, также щепотку соли для баланса вкуса, сахарный песок. Поверьте, не пугайтесь количества сахара, он будет в меру сладкий и не будет приторным. Смешиваем венчиком. И сейчас будем натирать холодное сливочное масло. Вы также можете его даже немного подморозить и натираем на крупной терке. Также все нам нужно будет сейчас смешать сухие ингредиенты с натертым сливочным маслом, и по итогу у нас должна получиться нежная крошка. Как вы поймете, что крошка готова, когда вы будете сжимать в руках тесто, оно у вас будет собираться в комочек, и легким касанием руки у вас оно будет рассыпаться. Значит, крошка готова, и в ней достаточно и влажности, и муки, поэтому добавлять ничего не нужно. Пока оставляем также в сторонке, подготовим форму. У меня форма 26 см на 36 см. Также я поверх выкладываю пергаментную бумагу немного с высокими хвостиками, для того, чтобы легче было после изымать пирог. Форма у меня стеклянная, огнеупорная. Я также поделила на глаз тесто, точнее крошку, поэтому сейчас одну часть выкладываем на дно, распределяем. Хотите, можете сделать дно немножко потолще, либо сделать равномерно и сверху, и снизу. Также по желанию можете слегка утрамбовать, но в принципе достаточно будет просто равномерно рассыпать крошку и сверху выкладываем творожную начинку. Выкладываем полностью, перекрываем тесто и сверху также поступаем оставшейся крошкой. Полностью перекрываем творожную начинку. Выпекать мы будем в хорошо разогретой духовке при 170-180 градусах примерно 35-40 минут. Смотрите и ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Пирог должен хорошо немного подрумяниться, и при этом творожная начинка должна хорошо пропечься. Отправляем в духовку, увидимся через полчаса. Спустя время пирог у меня уже готов, выпекался он у меня 40 минут, получился очень вкусный, ароматный, безумно нежный. Я дала ему немного остыть, вынула из формы за хвостики, очень удобно. Нарезаем на кусочки и подаем на сервировочное блюдо. Пирог получается очень нежный, готовится безумно легко и просто, на все у вас уйдет буквально пару минут, остальное дело за духовкой. Такой великолепный пирог вы можете приготовить с любыми ягодами, либо конфитюром. Всегда получится беспроигрышный вариант. Если вы хотите больше получать вкусных и полезных рецептов, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой TikTok и другие социальные сети. Я буду очень благодарна вам за поддержку. И также тяните пальчики вверх, если вам понравился рецепт и видео. Всем до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока!